В принципе, на повстанческую тему мы закругляемся. Много времени я ей уделила, а все потому, что в свое время за 100 лет вызвольными змаганиями мало кто занимался. Архивы открылись только при Порошенко в 2016 году, и мало прошло времени, чтобы весь тот материал нашлось кому обработать. Поэтому, чтобы потомки понимали, какой ценой завоевывалась независимость Украины, и самое главное, какие ошибки были допущены, и какие выводы до сих пор так и не сделаны, я и занимаюсь этой темой. И остались у меня еще пара-тройка биографий. И сегодня расскажу вам о повстанце, которого другие исследователи до сих пор игнорили, а совершенно зря. Я на Никанора Палагуту давно глаз положила и, наконец, представляю вам его наполненное событиями жизнеописание. Это вылилось в трилогию, потому что Никанор соприкасался до такой степени со всякими интересными людьми, что я решила о них рассказать и объединить их в один цикл. В предыдущих материалах о повстанцах Приднепровья мы уже упоминали о Никаноре Палагуте, но я не заостряла на нем внимание, потому что знала, что буду делать о нем отдельное видео. Никанор Палагута – активный участник вызвольных змаганий, но имя его немного опорочено, может, поэтому исследователи проходят мимо него, потому что атаман Федорченко как-то нелестно о нем отзывался. Но дело в том, что на этом моменте нельзя заострять внимание, потому что и о Родионе Федорченко много кто отзывался нелицеприятно. Поэтому мы все эти личные обиды отметаем, возможно, и капелька зависти была к Никанору, и по ходу рассказа вы поймете почему. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Никанор Трофимович Палагута родился 6 августа 1896 года в селе Вильни-Хуторы Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии. Отец его, Трофим Данилович Палагута, находился в звании запасного ефрейтора, а работал учителем. Мать его звали Анастасия Николаевна. В 1915-17 годах Никанор служил в царской армии прапорщиком. Его контузило под Ставентином. Это село в Галиции, тогда Австро-Венгрия, сейчас Славятин Бережанского района Тернопольской области. Осенью 1916-го там проходили ожесточенные бои с участием 46-го, 47-го сибирских полков. Много народу тогда полегло. И корпусный врач сибирского полка Василий Кравков так это описывал. Шла адская канонада, которую живописно можно было наблюдать, особенно в бинокль, как на ладони, в стороне Свистельников, Урочны, на Корсаку и Ставентина. 3 октября 1916 в этих боях разрывом снаряда Никанору перервало левую барабанную перепонку с кровоизлиянием. Но он, тем не менее, долго в лазарете не задержался, а остался в строю. Как видим, боевой опыт Никанора Палагуты более чем впечатляющий. И когда начались вызвольные змагания, то парень, не колеблясь, принимает в них активное участие. В семейном альбоме потомков Никанора есть 2 старые фотографии. Вроде бы говорили, что на них где-то здесь Никанор Палагута. Но есть ли он тут, нам неведомо. Что отличает Никанора от других участников вызвольных змаганий, и на это я всегда обращаю внимание, как на положительный штрих в биографии, он в 1918-м служил в гетманском карауле в уголовно-разведывательном отделе. В начале 1919-го он немного послужил в Красной армии. Это был как раз тот момент, когда большевики всех подряд мобилизовывали, и об этом мы много рассказывали. И вот первый значимый момент в биографии – встреча с Родионом Федорченко. Они познакомились, когда Никанор был адъютантом командира Верхнеднепровского полка Юхима Мирошниченко, о котором у нас есть отдельный рассказ. Второй значимый момент случился, когда в 1919-м в Верхнеднепровский уезд к повстанцам прибыла очень милая, но бесстрашная девушка по имени Вера Шпаковская в качестве сестры милосердия. Вера была образованной,
барышней из хорошей семьи, благородных кровей. Именно Федорченко познакомил Веру Шпаковскую с Никанором Палагутой. Молодые люди понравились друг другу, и когда Никанор заболел и отбыл домой в Вильні хутори на поправку, то вместе с ним уехала и Вера. Повстанец Иван Підгорний Полин, о котором у нас есть отдельное видео, часто в своих воспоминаниях поминал Палагуту. Мы их зачитаем и представим, что он из себя представлял. Старшины при этом были мне знакомы: Палагута, Пухальский, Горященко, Исаев. Федорченко при этом не было, и где он был, я не знал. Находясь в этом лесу, кормили лошадей повстанцев. Об этом беспокоился я, так как у меня в отряде были повстанцы местности, в которой находились. К вечеру те разбежались, осталось человек 80, но с этими повстанцами думали перебраться в Комиссаровский лес. Когда все подводы выровнялись и готовы были к уходу, я подъехал к рессорке фаэтону, на котором находилось 2 раненых, и сказал кучеру, чтобы он не пускал никого в фаэтон, и когда приедем в лес, то лошадей надо отослать хозяину, селянину, а фаэтон, как немецкий, оставить. Сказал и уже было отъехал, как вдруг Палагута, ехавший на тачанке впереди, заявил, что он, как начальник Карпенковского штаба, является после Карпенко главной личностью, что он приказывает мне не мешаться не в свое дело, а ехать около своего отряда. Это меня разозлило. Я плюнул и сказал, что кто хочет ехать со мной, едем, а кто не хочет, то как хочет. Сказал, выехал впереди всего отряда и поехал. Проехав с полверсты, я оглянулся и увидел, что за мною едет 4 брычки и 3 человека верховых. Всего было 14 человек. С этими повстанцами я направился в Комиссаровский лес, а об остальных, о Пухальском, Горященко и Палагуте, не имел никаких сведений. Поехал я на уезды в колонию. В колонии было человека 3 наших. От них я узнал, что недели 2 назад они наступали на Алферовку, где стоял отряд Красной. Налет не удался, и командовавший отрядом Николенко был тяжело ранен. В налете участвовали Федорченко, Брова, у которого было человек 20, Палагута, Горященко, Пухальский, пулеметчик Мамойленко и другие. После неудавшегося налета они распустили отряд. Обо мне говорили как о коммунисте, и говорили именно Палагута, Горященко, Пухальский, что они так и знали, что я передался на сторону красную. Брова же и Федорченко своего мнения не говорили. Через 2 дня приезжают в колонию Федорченко и Палагута. Призвав меня, они сказали, что если я не коммунист, то должен собрать отряд и передать его Федорченко. Конец цитаты. Как видим, Никанор упоминается наравне с самыми активными участниками повстанческого движения, атаманами и их помощниками, как человек с твердым характером, в общем, не мямля. В июле 1920-го Федорченко вызвал к себе атаман Карпенко, и Родион увидел при Карпенко Никанора Палагуту, который был при нем на минуточку начальником штаба. Потом как-то позже Карпенко поручил Федорченко связаться с атаманом Живодером, и при Живодере Родион увидел в качестве адъютанта никого иного, как все того же Никанора Палагуту. Иван Підгорний Полин написал нам, как он как-то поехал в Комиссаровский лес к Живодеру, но вместо атамана его встретил наш вездесущий Никанор Трофимович. В лесу жило около 30 человек верховых. Палагута знал Федорченко, Карпенко, Горященко и расспрашивал меня о них. Потом Живодер и Палагута отошли от меня в сторону, долго о чем-то совещались. В результате Палагута сказал мне, что я должен проводить его к Федорченко. Я и Барабаш собрались выезжать, а Живодер, оставив с нами Палагуту, собрал свой отряд и куда-то выехал из лесу, когда уже вечерело. Все мы, которые приезжали к Барабашу, отправились к Федорченко. На заре приехали в колонию Екатериновку, отдохнули день, и вечером я, Старошко, Палагута поехали к Федорченко, который был на хуторе у Горященко.
Палагута рассказывал нам планы живодера, как к нему попал и как вместе с живодером оперировал, считаясь его помощником. Федорченко с Палагутой потом говорили отдельно, по секрету. В результате этого свидания Федорченко сказал мне, чтобы я собрал, сколько имею повстанцев. Но повстанцев у меня было очень мало, те, кто был в колонии только. На комиссаровский же я не имел надежды. Тогда Федорченко сказал, чтобы я попробовал забрать повстанцев в селе Любимовке и сказал, что он пошлет им приказ. Но повстанцы Любимовки не пошли ко мне, хотя Федорченко и приказал. Они говорили, что меня не знают и, видимо, мне не верили. Дня через 3-4 мы отправились к живодеру в лес. Отправился я, Старошко, Палагута, Федорченко, Кылымов. Конец цитаты. То есть, как видим, зря исследователи проходят мимо личности Никанора Палагуты, хотя он сам и не был никогда атаманом, но занимал при них достаточно высокие позиции. Начальником штаба у Карпенко и Федорченко, правая рука атамана живодера, начальник уголовного розыска при гетманской власти. И вот 14 ноября 1920-го Палагута вместе с другими повстанцами эмигрировал на ледоколе Илья Муромец в Константинополь. На этом же корабле было 300 пассажиров, в том числе сам генерал-лейтенант Слащев-Крымский вместе с немногочисленными частями и знаменем лейб-гвардии финляндского полка. Никанору 25 лет. И начинается новый этап его жизни, очень даже интересный и насыщенный. С таким багажом за плечами, ведь Никанор достаточно грамотный для тех времен, имеет боевой и житейский опыт, прошел и Первую мировую, вызвольні змагания, знает, что такое мужская дружба и предательство, всего навидался, то есть вполне уже зрелый мужчина. И вот из Константинополя он попадает в столицу Болгарии Софию. Там он проживал в украинском общежитии на 50-80 человек. Материальную помощь им оказывал Красный Крест. Никанор не стоял в стороне от общественной жизни, он был активнейшим членом студенческого кружка. Как видим, за что он не берется, то со всей душой, все силы отдает занятиям, которыми приходится заниматься. Ребята проводили культурно-просветительскую работу среди украинской эмиграции, готовили иммигрантов для поступления в учебное заведение. Заведовал этим общежитием генерал Хорунжий армии УНР Василий Захарович Филонович, который в Болгарии был представителем консула Василия Драгомирецкого. Вот ми видимо доповідь отамана військової організації Січ і голови української громади в Болгарії Филоновича, головному отаману військ УНР Петлюрі 21 червня 1921 року. Він пише: в грудні місяці, прибувши в Болгарію з Кавказу через Крим, Царгород, я знайшов незорганізованих українців, старшини козаків, які тинялись весь час по російським інституціям і жили в російських притулках. Життя серед росіян страшенно було тяжке, позаяк послідні дуже знущалися над кожним з українців, заявлявших про свою національність. Не раз були випадки, коли наших козаків виганяли з таких притулків і не давали абсолютно ніякої допомоги. Сам я, будучи старшиною української армії січових стрільців, вважав своїм обов'язком стати на захист своїх братів і, зібравши біля себе більш свідомих українців, зорганізував українську громаду, в склад котрої ввійшли головою я, полковник Филонович, моїм помічником сотник Крупицький і членами Чотар Храпко, повстанці старшини Пухальський і Палагута. Помешкання спочатку свого не мали, і праця йшла досить мляво. Збирати же на вулиці або росіян було неможливо. Треба було подбати про свою власну хату, зробити ж це було занадто тяжко, бо болгари не відокремлювали нас від росіян, і одержати від них яку б то не було допомогу майже неможливо. Тоді я пропонував свої послуги нашому представникові в Болгарії, пану Драгомирецькому, і при його допомозі руками громади збудували свій притулок. Маючи свою хату, праця пішла жвавіше, і на протязі 5 місяців з громади виділились військова організація «Січ» і культурно-просвітній гурток.
а також при притулку послідній час зорганізували шведську майстерню, де йде ремонт взуття членів наших організацій. Загальними зборами громади було доручено одній особі скласти раду культурно-просвітнього гуртка і організувати гурток. Зараз гурток налічує до 75 членів на чолі з радою, в склад якої увійшли головою Чотар Храпко і членами Галушко, Палагута, Тимофіюк, Віт і Заєць. Кінець цитати. Обратите внимание на фамилию Заяц. Это, походу, был тот самый Василий Романович Заяц, уроженец Гуляйполя. О нем мы еще поговорим. А ось доповідна записка членів військового товариства Січ Болгарії про партію російських монархістів, що працювала в Україні під жовто-блакитним прапором. 1921 року підписана отаманом Січі і головою громади в Болгарії Филоновичем, члени Січі, ведучи справу з монархічною партією М. Пухальський та Н. Палагута. Пухальський Михайло – це сотник. У 1918-му він служив у кавалерійському курені полку українських січових стрільців. У 1919-20-му курінний 3-го куреня Верхньодніпровського повстанського полку Катеринославського українського повстанського коша. На еміграції у Туреччині, Болгарії і Франції Крезо. Останній раз він засвітився у Франції у 1942-му, про це говорив нам історик Юрій Пахоменко в одній із своїх лекцій. Пухальский Михаил воевал с Никанором в отряде Карпенко-Федорченко, в Болгарии присоединился к гетманской группировке. То есть, как видим, Никанор Палагута в эмиграции не пасе задних, а принимает самое активное участие в жизни украинской громады. Также он заведовал библиотекой, учил неграмотных украинскому языку, в основном зимними месяцами, когда не было работы. Руководил студенческим кружком, упоминаемый Филоновичем, Храпко Николай Степанович. Например, кружок провел гражданскую панихиду и упорядочил могилу профессора Михаила Драгоманова, который был похоронен в Софии. Цель панихиды, опять же, обратить общественное мнение болгар на себя, как на украинцев, которых западный мир считал россиянами. И до сих пор эту роковую ошибку Запада мы расхлебываем. Российская пропаганда там им всем мозги поплавила, что мы одна нация, а этот типа передовой западный народ все это хавал. Мы как-то упоминали в рассказе Федорченко, что тот познакомился в Кишиневе с зелеными, в частности с Головко Усатым, родом из Чертомлыка, который доставал у французов документы на проезд в Украину, и Уренюком Владимиром Ануфриевичем. Так вот, с этим Уренюком Никанор Палагута тоже встречался в Болгарии. Также в Болгарию приезжал командующим украинским флотом контр-адмирал Михаил Михайлович Остроградский. Он посетил общежитие украинцев, произнес пламенную речь и призвал эмигрантов сохранять боевой дух, потому что Петлюра, как мы знаем, бездарно проигравший к тому времени все, что мог, и в военном смысле, и в политическом все еще не унимался. Вот в такой атмосфере варился Никанор Палагута. Перед ним маячила новая жизнь, но сердцу не прикажешь. А там прочно поселилась Вера Шпаковская. Еще в 1920-м Никанор хвастался при встрече с Федорченко, что Вера работает учительницей в селе Беленькое, и он с ней ведет переписку. Потом, когда он очутился в Болгарии и оттуда писал письма Федорченко в Румынию, то тоже сообщал, что до сих пор переписывается с Верой Шпаковской. Но все же болгарские эмигранты чувствовали себя в стороне от остальной эмиграции, поэтому Филонович ездил часто в Польшу за деньгами и заданиями. Центр украинской миграции находился в Чехословакии, Румынии и Польше, поэтому все стремились туда перекочевать. И вот несколько ребят сделали попытку перейти в Чехословакию в городе Руси на Дунае, граница с Румынией. С Палагутой были его давний побратим Михаил Пухальский, а также Василий Заяц, Федор Лепский и другие. Что до Федора Лепского, то это повстанец из Черной Хмары. Гаврила Гордиенко упоминал о Зайце и Лепском в своих воспоминаниях такое.
З уріхівських театральних аматорів серед нас були сотник Лепський, який, між іншим, мав при собі дружину, яку не мав на кого залишити в Оріхові, тому й вивіз її з собою і довіз її аж до Румунії. Вона була єдина жінка між нами. І козак Василь Заяць. Вони обоє мали шапки з шликами, ще з театральної сцени. А крім того, вони обоє мали широченькі червоні оксамитові штани. Переправу должен был организовать какой-то Рикало из Никополя, но ребята просидели до рассвета в тайнике, а лодки не дождались. Пришлось возвращаться. А тут еще в Софию прибыл какой-то Бутенко с целью вербовать повстанцев для дальнейшей борьбы с советской властью. Палагута, Пухальский и, что любопытно, какой-то живодер на то вызвались. Не тот ли это живодер, у которого Никанор был адъютантом и которого все считали погибшим? С помощью консула Василия Драгомирецкого написали заявление, что они хотят вернуться на родину, и тогда глава болгарской церкви епископ Стефан выделил им несколько сот болгарских левов. И тут в Руси на вокзале Палагута встречает некоего Николая Леонтовича. Кто это такой? А это был достаточно скользкий тип. Это сын одного из помещиков Лубенського повіту Полтавской губернии Павла Леонтовича. До этого Никанор встречал его в Константинополе и знал, что тот служит при Деникине в Полтавском Курине в отряде того самого зеленого Уренюка Владимира Ануфриевича, который нам на каждом шагу встречается. В начале 1921-го Леонтович Николай Павлович 1899 года рождения числился в беженских лагерях в Румынии. И вот наш Никанор Палагута встречает этого Леонтовича на вокзале в Руси, когда тот вез какой-то пакет из Бухареста в Софию. В Софии проживал дядя Гетманец Леонтовича, и Палагута подумал, что Николай выполняет какое-то задание дяди, и относился поэтому к нему сдержанно. А дядя Николая Леонтовича, это тот самый Леонтович Владимир Николаевич 1866 года рождения, общественно-политический деятель, писатель, член Украинской Центральной Рады, министр земельных дел УНР. Леонтович – это старинная казацкая семья по мужской линии, а по материнской даже французские аристократы Альбранды, которые мигрировали в Российскую империю во времена французской революции. В 1918-м Владимир Леонтович был министром земельных дел в правительстве гетмана Скоропадского. Подготовленный им проект земельной реформы расценивался экономистами как один из самых демократических в Европе. И с 1920-го Владимир Николаевич действительно находился в эмиграции в Болгарии, Германии, Чехословакии. Он возглавлял общество имени Святого Владимира, сотрудничал в журнале «Трезуб», продолжал свою литературную деятельность. И, как мы говорили, новая страница жизни, новые двери и возможности открывались перед Никанором Палагутой. И вскоре он все-таки переехал в Чехословакию, поступил в Праге в высшую педагогическую школу и одновременно посещал лекции как свободный слушатель в сельскохозяйственной академии в Подебрадах. Жизнь его постепенно налаживалась. Но в Праге он снова встретил Николая Леонтовича и страшно изумился, что тот настроен абсолютно пробольшевистски. И надо сказать, что Гаврила Гордиенко это подтверждает. В своей книге «Под щитом Марса» он рассказал, что Леонтович входил в группу так называемых сменовеховцев, которые симпатизировали советской Украине. Сменовеховство – это была такая движуха среди эмигрантов того времени. Название пошло от сборника «Смена вех», который издавался в Праге в середине 1921-го. Главная идея сменовеховцев – давайте сотрудничать с Советами ради светлого будущего российского государства и не будем вмешиваться в политическую жизнь СССР. Все это была очередная чекистская засада. Советской власти надо было задурить головы эмигрантам, чтобы выманить их из-за границы домой. Об этом мы много говорили в видео Батамани Федорченко. Большевики объявили всякие программы национально-культурного строительства в Украине, и многие на это купились.
Да что далеко ходить. Грушевский, именем которого названы 1500 улиц в Украине, выступил с заявлением о признании советской власти и поддержке ее от имени своих единомышленников в сборнике «Боритесь, поборете». Эту идею поддержал и Прощелыга Винниченко. И другие всякие прихвостни советской власти тоже подхватили и распространяли этот чекистский месседж. И это чертовое сменовеховство подтолкнуло к возвращению в Украину огромного числа эмигрантов, большинство которых в 30-е годы были репрессированы и уничтожены. Так вот, Гордиенко пишет, что когда на похоронах какого-то сменовеховца Вигуржинского Николай Леонтович сорвал с траурного венка жовто-блакитні стрічки, то с тех пор Гордиенко вычеркнул его из своей жизни. И оказалось, что Никанора Палагуту изнутри тоже точило желание вернуться домой. Эмиграция его почему-то не привлекала, хотя вроде свободный хлопец, учись, начинай новую жизнь, все впереди. Но, возможно, причина была, среди всего прочего, и в Вере Шпаковской, которая осталась в Украине и там благополучно учительствовала. И тогда Палагута идет прямо в советское посольство и подает заявление о своем желании вернуться домой. Через 2-3 месяца он получает разрешение на въезд в СССР. Всех желающих вернуться поселили в лагере интернированных Дейч-Габель, сейчас это Яблонец над Нисой, Чехия, и там все ждали отправку. И в начале марта 1923-го Никанор Палагута с очередной партией отправляется в советскую Украину. В пути его сопровождал какой-то комендант Кондрашенко. И в последний момент отправки что-то там ёкнуло в душе Никанора. Внутренний голос не то что шептал, а кричал, что не надо ему возвращаться. И он подчинился этому предчувствию. К тому же какой-то Пойда тоже его убеждал не ехать. Пойда и сам колебался и в конце концов вернулся в Прагу. Но пока Никанор сражался со своим внутренним голосом, то Кондрашенко так на него напирал, что Никанор в итоге сдался. Это напоминает нам аналогичную историю с Ильей Моравским, когда его выманивали в СССР. Мы об этом рассказывали в видео об атамане Федорченко. Вообще-то полезно доверять все-таки своему внутреннему голосу. Запомните, если у вас есть какие-то сомнения в душе, то первый ответ – нет, до тех пор, пока не разберетесь, что к чему. Я когда автостопила, то это было первое правило выживания. После того, как Палагута прибыл в Екатеринослав, его через месяц-два арестовали и предложили помочь советской власти по искоренению остатков националистических групп и тех повстанцев, которые воевали в банде Карпенко-Федорченко. После этого Никанор уехал к своему отцу-учителю в Вильни хуторы. Но через некоторое время он возвращается в Днепропетровск, где соединяет свою судьбу с Верой Шпаковской. В 1926 у пары родились близнецы, но один мальчик умер маленьким, а другой по имени Анатолий выжил. В 1925-27 годах Никанор встречается с Любовью Евгеньевной Бедновой. Это была такая активистка просвиты, писательница и публицистка, жена знаменитого украинского общественного деятеля Василия Беднова, члена Украинской Центральной Рады. И от Бедновой Никанор узнает, что тот самый злополучный сменовеховец Николай Леонтович приезжал в Днепропетровск, чтобы разведать, есть ли возможность обустроиться в советской Украине на работу тем украинским эмигрантам, которые окончили сельскохозяйственную академию в Подебрадах. Через 2 года после этого Палагута работал в книжном магазине «Книга Культторга», как вдруг туда входит опять этот самый Николай Леонтович, теперь уже самолично. Они поговорили как старые знакомые, обменялись адресами, и через время Никанор написал Леонтовичу письмо с просьбой сообщить о судьбе профессора Василия Беднова и его сына, которые находились, по предположениям Любови Евгеньевны, в Польше. А дело в том, что Беднов со старшим сыном Арсеном в начале 20-х тоже эмигрировал. Он читал лекции в Праге, а Любовь Евгеньевна осталась с младшим Леонидом и, видимо, потеряла с ними связь.
Но сын ее, Арсен, умер в 1928. Он утонул, когда купался в речке Влтава в страшную жару. И мать об этом не знала. Никанор был уверен, что Леонтович ответит ему, но напрасно. Письма он от него так и не дождался. И тут опять внезапно, через несколько месяцев, Леонтович снова самолично появляется в книжном магазине и рассказывает Никанору, что приехал в Днепропетровск что-то там купить для конского завода, на котором он начебто работает где-то в Донбассе ветврачом. В разговоре Леонтович был весьма сдержанным, отстраненным, и поэтому о своем письме Никанор даже и не намекнул ему. А сам Леонтович все пытался выпытать, как Никанор устроился, какое к нему отношение чекистов, и признался, что его туда вызывали. Никанор спецом сгущал краски, чтобы узнать, какого черта Леонтович приперся в Украину, но ничего от него не добился. Причем сам Палагута связь за границей не порывал. Вот в чем дело. Вплоть до 1933-го он переписывался с Федором Лепским и Николаем Храбко, которые находились в Чехословакии, и с другими своими знакомыми. В 1931-м Палагуту арестовали в компании с Зайцевым и каким-то Рогачом, но вскоре отпустили. В 1934-м Никанор работал в книгоцентре Державного видавництва України, а Вера числилась референтом скотовод Треста. Сыну их Анатолию исполнилось 7 лет. И тут его арестовали по делу, по которому проходили такие люди. Жуковский Григорий Тимофеевич, 1893 года рождения, воевал в армии УНР, его расстреляют в 1937-м. Журавлев Василий Петрович, третий Остапенко Михаил Пилипович, агроном из Днепропетровской области, села Гавриловки Межевского района, тоже его расстреляют в 1937-м. И Кольчицкий Евгений Гаврилович. Им шили контрреволюционную организацию, но потом всех опять-таки отпустили. По крайней мере, 3 нами названных до поры до времени. Жуковского и Остапенко, как мы сказали, расстреляют в 1937-м. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А Палагута, 1937 год, пережил. В 1938 ему было 42 года, как говорится, в расцвете сил. Работал он статистом в Игренской психбольнице, а проживал в самом центре города по адресу Октябрьская площадь, дом 7, вместе с женой и тещей. Вот так далеко ему приходилось ездить на работу. И 27 февраля 1938 Никанора в который раз арестовали. То есть чекисты ему участие в повстанческих отрядах в 18-20-х годах так и не простили. По его делу проходил некий дворянин-поляк Щуровский Александр Иосифович из Тульчинского района, деникинец, бухгалтер областной базы книгокульторга. К нему Никанора Палагуту и пришили. 10 мая 1938 вышло постановление Никанора Палагуту расстрелять, а 8 июня приговор был приведен в исполнение. Вот такая история еще одного нашего повстанца Никанора Палагуты. Жизнь его была бурная, было все: борьба, война, любовь, знакомство с интересными историческими личностями. Но мы с ним на этом не прощаемся. В следующих 2 частях мы Никанора еще встретим уже в биографиях других людей, с которыми его сводила жизнь и с которыми он был близок.